Год только начался, а на фронте сюрприз. Российская армия неожиданно сделала то, чего никто не ожидал. Это признали в Генштабе ВСУ. Вашингтон пригрозил авторитарному режиму. Трамп обещает помочь его оппонентам, причем не на словах, при каком условии возможен силовой сценарий. Это не должно было случиться, но и дипломаты не железные. Представитель США не выдержал во время встречи в Москве. Аргументы, предъявленные россиянами, вызвали у него неконтролируемую реакцию, которая попала на видео. В чем дело, расскажем. Хунта, которая строит золотые туалеты. В одной из стран Европы на очень высоком уровне освоили риторику Навального, но не по отношению к Путину. Там обрушились на команду Зеленского. И нет, это не Венгрия и не Словакия, где осваивают выгодную Кремлю риторику. Об этих и других событиях к вечеру 2 января. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. А начинаем с новости, которую ждали давно. Владимир Зеленский наконец определился, кого хочет видеть новым главой Офиса президента. Об этом Зеленский сообщил лично в своем телеграм-канале. Это персона, соответствующая времени. Кирилл Буданов, до сегодняшнего дня возглавлявший военную разведку. Сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах. И офис президента будет служить выполнению прежде всего таких задач нашего государства. Кирилл имеет специальный опыт на этих направлениях и достаточную силу для достижения результатов. Зеленский уже сделал первое поручение Кириллу Буданову, а в офисе президента заявили, что все необходимые процедуры в связи с новым назначением запущены. Принял предложение президента. Для меня это честь и ответственность. Спасибо за доверие, спасибо всем боевым побратимам и всей команде ГУР за совместную работу. Нам дальше делать свое, бить врага, защищать Украину и работать для достижения справедливого мира. Предыдущий глава ОП Андрей Ермак занимал эту должность почти 5 лет и ушел в отставку 28 ноября из-за скандала вокруг дела Мидас. Неожиданный поворот на фронте. Россияне сделали то, чего не делали несколько месяцев. За первые сутки 2026 года войска агрессора ни разу не атаковали Купянское направление. Об этом сообщил Генштаб ВСУ. Еще несколько дней назад там шли постоянные штурмы, теперь тишина. Правда, об остальных участках фронта такого не скажешь. Всего за сутки по всей линии боестолкновения зафиксировано 98 атак. Самое горячее направление — Покровск, Лиман, Константиновка, Гуляй-Поле. Но руководство страны-агрессора не останавливает своей спецоперации на дипломатическом фронте. Москва продолжает разгонять фейк об атаке украинских дронов по резиденции Владимира Путина на Валдае. Глава российской военной разведки Игорь Костюков пригласил представителя военного атташе США и торжественно вручил ему вещественные доказательства в виде контроллера украинского БПЛА. Расшифровка, произведенная специалистами спецслужб Российской Федерации, контента памяти навигационных контроллеров данных беспилотных летательных аппаратов безапелляционно точно подтвердила, что целью атаки был комплекс зданий резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области. Американский дипломат выслушал все молча, но в момент, когда убирал доказательства в коробку, не сдержался и рассмеялся. Этот момент попал на видео. Кажется, лучшей иллюстрации к уровню российской дезинформации и не придумать. Ранее The Wall Street Journal сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что ЦРУ пришло к выводу, что никакого нападения беспилотников на валдайское логово Путина не было. Тем временем Вашингтон пригрозил политическому и военному союзнику Кремля. Президент США не оставил без внимания антиправительственные демонстрации в Иране. Дональд Трамп опубликовал короткий, но очень жесткий пост в своей соцсети True Social. Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, что является их обычаем, Соединенные Штаты Америки придут им на помощь. Мы готовы к действию.
Страна охвачена новой волной протестов уже 5-е сутки подряд. Люди выходят на улицы из-за обвала реала и резкого роста цен. Толпы скандируют антиправительственные лозунги и вступают в столкновение с силами режима. По данным правозащитников, погибли как минимум 9 человек, десятки ранены. Самые жесткие эпизоды в провинции Исфахан. В городе Кахдариджан при штурме полицейского участка погибли 6 протестующих. Сообщается и о гибели бойца корпуса стражей исламской революции. Важная встреча в Киеве. В столице Украины запускают новый раунд переговоров о мире. Тут встретятся советники по безопасности лидеров ЄС і США. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский. Це перша така зустріч в Україні щодо миру. Європейські представники, плюс ми очікуємо американську команду онлайн. І 15 країн підтвердили, плюс представники європейських структур і НАТО. Встреча стартует завтра, но это только начало. 5 января запланирован саммит начальников генштабов стран, поддерживающих Киев. А 6 января встреча уже на уровне лидеров стран ЕС и коалиции желающих. Зеленский подчеркивает ключевой вопрос гарантии безопасности. Политически почти все согласовано, теперь решают детали. Как эти гарантии могут работать в небе, на земле и на море, если войну удастся закончить. Пока россияне с упорством ищут украинские дроны на Валдае, они продолжают создавать новогоднюю атмосферу в других местах. Каждую ночь в праздничную иллюминацию превращается очередной стратегический объект страны-агрессора. Нефтеперерабатывающий завод в Новокуйбышевске принял эстафету у Ильского, который горел накануне. В сети появились видео, на которых видно мощное пламя. Позже стало ясно, атака была массовой. БПЛА били по всей Самарской области. Под удар могли попасть сразу 2 завода. Новокуйбышевский и Куйбышевский НПЗ. В самой Самаре тоже зафиксирован пожар. Российская армия тем временем перешла к чисто террористической тактике. В Черниговской области российские дроны ударили по больнице в городе Семеновка. По данным районной военной администрации, оккупанты направили по медучреждению сразу 3 беспилотника. Накануне в Херсоне российский дрон ударил в машину бригады скорой помощи. Медики ехали на вызов к раненым и сами оказались целью. Автомобиль в результате был поврежден, водитель получил ранение. А вот воевать с украинской армией у захватчиков получается не так хорошо. За весь 2025 год Россия оккупировала 4336 квадратных километров. Это даже не 1, а 0,72% от общей площади страны. Такие данные обнародовал мониторинговый проект Deep State. Да, год был тяжелым для сил обороны, прямо признают аналитики, но цифры упрямы. За 3 года полномасштабной войны с начала 2023 по начало 2026 прирост оккупированных территорий составил 7463 квадратных километра, то есть 1,23%. Все это досталось россиянам ценой колоссальных потерь, тысяч атак и месяцев штурмов. Новоиспеченный спикер Нижней палаты парламента Чехии, так сказать, прорвался к микрофону. В новогодней речи Томио Окамура резко выступил против помощи Украине и обрушился с оскорблениями на президента Владимира Зеленского и его окружение. Крайне правый политик заявил, что Чехия не должна тратить деньги на абсолютно бессмысленную войну и должна соскочить с брюссельского поезда, который якобы ведет к Третьей мировой. Окамура заявил, что Запад зарабатывает на войне, и тут цитата: «Украинские воры вокруг хунты Зеленского строят туалеты из золота». Конец цитаты. Окамура добавил, что такой страны не должно быть в Европейском Союзе. Ранее именно этот политик распорядился снять флаг Украины с создания чешского парламента. А ведь многие из нас помнят декабрь 89-го, бархатную революцию и Вацлава Гавела. Но теперь у новой Чехии вот такое лицо. Дональд Трамп начал новую войну. Противник, правда, не диктатор, не военный преступник, а известный и любимый миллионами актер. Целью хозяина Белого дома стал Джордж Клуни. Но досталось не только звезде Голливуда, но и его супруге-правозащитнице, Франции и, конечно же, одному бывшему президенту США. Джордж и Амаль Клуни, 2 худших политических прогнозиста всех времен, официально стали гражданами Франции, которая, к сожалению, переживает серьезную проблему преступности из-за их ужасного подхода к эмиграции, во многом похожего на тот, что был при сонном Джо Байдене.
Трамп заявил, что Клуни никогда не был кинозвездой, а известность получил не за фильмы, а за участие в политике. По словам президента, роли актера были немногочисленными и посредственными, а сам он обычный парень, который постоянно жалуется. Клуни действительно давно и активно поддерживает демократов. Супруги получили французское гражданство 27 декабря. СМИ писали, что по ускоренной процедуре. Клуни в интервью заявил, что ему нравится французская культура и, в частности, язык. А вот другой легендарный американский актер и давний критик Трампа в Новый год заговорил по-украински. Прославленный Роберт Де Ниро записал свое поздравление для украинцев. Мы с моей семьей желаем вам благополучия, радости, безопасности, свободы и мира. Слава Украине! Это не первый жест поддержки воюющей стране со стороны актера. А вот Трампу Де Ниро с высоких трибун адресует не лестные слова, а иногда и нецензурные. I'm gonna say one thing. Trump! Нидерланды прощаются со взрывным празднованием Нового года. Парламент страны утвердил полный запрет на салюты и фейерверки. Правда, вступит в силу он в ночь с 31 декабря 2026 года на 1 января 2027. Власти потеряли терпение после лет хаоса, пожаров и десятков раненых каждую новогоднюю ночь. Пока закон готовили, люди сметали пиротехнику с полок. Продажи взлетели до 129 миллионов евро. Рекорд. Параллельно росла контрабанда. Полиция искала 112 тонн нелегальных фейерверков по мощности, сравнимых с гранатами. Последний Новый год с салютами закончился беспорядками, пожарами и трагедиями. В Амстердаме полностью сгорела историческая церковь. Здание не удалось спасти. Теперь власти говорят: стоп, дальше никакой пиротехники. Новый год будет тише и, по замыслу государства, безопаснее. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера. До новых встреч и хороших вам новостей.